Привет, это майор в отставке. Сегодня поговорим о феномене, который до сих пор удивляет, о Владимире Путине и его таланте мастерски раздавать обещания, которые не просто не выполняются, а служат инструментом для удержания власти. За 25 лет этот лжец умудрился не только сохранить свое кресло, но и навязать стране свои больные фантазии о каком-то там светлом будущем. Он уверяет, что является всенародно избранным лидером и главным оптимистом России, хотя реальность давно показывает обратное. Все эти планы и обещания оказались не более чем иллюзиями, порожденными его манией величия, больным сознанием, больными фантазиями и патологическим страхом потерять власть. Когда Путин пришел к власти, он пытался изобразить себя сильным лидером, который вытащит страну из хаоса 90-х, и, возможно, если бы он не был преступником, то это бы у него получилось, но его правление – это репрессии, убийства, война и, конечно, поток обещаний, которые так и остались пустыми словами. Если вы впервые наткнулись на этот канал или забыли, напомню, что меня зовут Олег Кашинцев, я бывший оперативник из Ярославской области, майор полиции в отставке, ну а сейчас, по версии российских властей, опасный преступник и враг государства. И сегодня мы разберем, как путинские обещания разбиваются о реальность, как это отразилось на жизни россиян и почему он заслужил звание главного лжеца планеты. Досмотрите это видео до конца, поставьте лайк, поделитесь им и обязательно подпишитесь на этот канал, если вы до сих пор еще не сделали этого. Итак, мы начинаем. Свою карьеру во власти Путин начал с громких заявлений. В 1999 году, став исполняющим обязанности президента, он пообещал, что Россия вскоре догонит Португалию по уровню ВВП на душу населения. Эта цель была частью его видения модернизации российской экономики и повышения уровня жизни граждан. Однако прошло почти 25 лет, и сегодня Россия все еще значительно отстает от Португалии по этому показателю. По данным Всемирного банка, в 2023 году ВВП на душу населения в России составил $13 800, тогда как в Португалии 27 300. Португалия по этому показателю опережает Россию почти в 2 раза. И обратите внимание на график этого показателя в сравнении России и Португалии, начиная еще с 90-х годов. За все время, что называется наблюдение, а большая часть периода охватывает время правления Путина, данный показатель у России ни разу даже близко не приблизился к португальскому. Догнать Португалию за 15 лет, похоже, что ее вообще решили не догонять, а просто стоять на месте и любоваться, как она удаляется вдаль. Россия не смогла догнать даже Португалию, которая среди стран ЕС считается чем-то вроде экономического середнячка, если не бедного родственника. Пока Путин рассказывал, как Россия вот-вот станет экономическим чудом и пугал свое население страшным НАТО, никакого движения НАТО на восток дальше быть не должно. Португальцы тихо делали свое дело. В итоге у них там еще не только солнце, вино и футбол, но и ВВП на душу населения в 2 раза выше, чем в России. А в России мечты, импортозамещение, русский мир, круглогодичное 9 мая в форме победобесия, вечное вставание с колен и гордость за то, что никто так не умеет обещать. В 2008 году Путин пообещал каждой российской семье квартиру площадью не менее 100 квадратных метров. Это вызвало большие ожидания, но вместо улучшения жилищных условий россияне столкнулись с ростом цен на недвижимость и ипотеку, которая остается абсолютно неподъемной. Только в период с 2021 по 2024 год цены на жилье в России выросли в среднем на 30-35%. В 2012 году началась эра майских указов, символизировавших предвыборные обещания Путина. Указы, как и обещания, были просто шикарными и предусматривали повышение зарплат бюджетникам, улучшение демографии и рост продолжительности жизни. Однако спустя 12 лет учителя, врачи и соцработники продолжают получать зарплаты, далекие от обещанных уровней. Реальное повышение зарплат составило всего лишь не более 15%. Накануне своих перевыборов Путин объявил о планах на свой 5-й срок в послании к Федеральному собранию. Но за четверть века самые громкие обещания и планы этого ничтожества так и не исполнились. Напомню вам, как провалились самые амбициозные планы прежних лет. Экономика стала одним из главных направлений, где Путин ставил амбициозные цели. В 2011 году Путин пообещал раскрутить маховик экономического роста до 6-7% в год и вывести Россию в 5 крупнейших экономик мира. Но, как мы знаем, обещания Путина и реальность – это 2 совершенно разных мира. В 2012 году экономика еще хоть как-то держалась на уровне 4%, а к 2013 начала скатываться до 1,8%. В 2014 жалкие 0,7%, а в 2015 маховик уже заклинило, он ушел в минус на 2%. Затем в 2016 началась эпоха великой стагнации, рост 0,2%.
а в 2019 целых 1,3%. К 2020 году экономика обвалилась, уйдя в минус на 3,1%. Сказалась в том числе и пандемия. В 2021 году мы неожиданно увидели рост 5,6%. Но это скорее восстановление после ковида и обвала, чем реальный прорыв. Потом пришел 2022 год с войной и санкциями. В 2022 году ВВП снова рухнул на 2,1%, а в 2023 начался так называемый рост 3,6%, который не имеет ничего общего с развитием. В 2024 году рост продолжился примерно в таком же темпе, но он и близко не дотягивает даже до 4%, и этот рост обусловлен затратами и производством для войны и милитаризации страны. Это мыльный пузырь, который надут за счет экономики, поставленной на военные рельсы, и в обозримом будущем он точно лопнет. Этот рост пишется кровью, а не технологиями или инновациями. Вместо пятерки лидеров мира Россия уверенно находится в пятерке стран, где вместо фабрик, школ и больниц строят танки, а вместо дорог – могилы. Более того, вместо реформ и инвестиций в передовые технологии российская экономика все больше зависит от сырьевого сектора, а экспорт высокотехнологичной продукции не вырос. Инфраструктура также остается проблемной. В 2011 году Путин заявил, что объемы дорожного строительства удвоятся за 10 лет. Но уже к 2015 году все стало ясно. Вместо удвоения началось удушение. Инвестиции в транспортную отрасль рухнули на 27%. В новых майских указах говорится о развитии инфраструктуры до 2025 года, но к этому моменту инвестиции в транспортную отрасль составляют всего лишь 19% от обещанных. Судя по всему, Путин готов построить только одну дорогу, ту, по которой уехали все его обещания. Более того, российские авиастроительные компании сталкиваются с проблемами в разработке современных самолетов. Процесс импортозамещения, о котором с гордостью заявлял Путин и его халуи, полностью провален. Национальный проект «Демография», задуманный как инструмент для повышения рождаемости и улучшения условий жизни семей, превратился в очередной фарс. Вместо реальной помощи деньги ушли на мифическое укрепление традиционных ценностей. Ну а как насчет продолжительности жизни? В 2018 году Путин обещал, что к 2024 году россияне будут жить в среднем до 78 лет. Реальность же говорит о цифре 73,5 года. И это после многолетних клятв, что к 30 году мы дотянем до 80 лет. За последние 7 лет средняя продолжительность жизни увеличилась всего на полгода. Фантастический прогресс, отмеченный даже Всемирной организацией здравоохранения. В итоге к 2025 году вместо увеличения продолжительности жизни Путин решил тупо утилизировать россиян на войне. А что с обещанием каждой семье по квартире в 100 квадратов? Оно давно отправилось в архив. Ну и, конечно, растущие цены на жилье и ипотеку делают мечту о собственном доме для молодых семей недосягаемой. Очередной проект, очередной провал. Все как всегда. В 2022 году после вторжения в Украину и на фоне санкций Путин заявил о необходимости импортозамещения в авиапроме. По его замыслу, к 2025 году 53% российского авиапарка должны были составить отечественные самолеты. Звучит мощно, если бы не одно «но». Программа МС-21, стартовавшая еще в 2007 году, до сих пор плетется в хвосте. 18 лет разработок, а проект все еще на стадии сертификации. Первые самолеты так и не поступили в эксплуатацию из-за бесконечных технических проблем и задержек в производстве. Самолет морально устарел еще до того, как успел оторваться от земли, но это, похоже, никого не смущает. МС-21 стал памятником провальной государственной политики. Коррупция, неэффективное управление и неспособность реализовать хоть что-то, что не строится на нефти. Вместо модернизации российский авиапром угодил в болото, а Россия в статус авиационного аутсайдера. Санкции Запада лишь усугубили положение. Запчастей нет, обслуживание импортных самолетов превратилось в игру «разбери одно, чтобы собрать другое». Каннибализм, но технический. При этом количество авиаинцидентов выросло в 2 раза. Авиакомпании буквально рискуют жизнями пассажиров, пытаясь хоть как-то поддержать стареющий авиапарк в рабочем состоянии. Добавьте к этому недавние трагедии с сухим суперджетом, которые то загораются, то разбиваются, и получаем полную картину. Отечественный авиапром – это не о модернизации или технологическом прорыве, это о выживании в условиях тотальной деградации. Но, конечно, Путин уже обещал, что все будет иначе. МС-21 станет мировым лидером, 1000 самолетов взлетит в небо,
а российский авиапарк засияет инновациями. Все это, разумеется, произойдет сразу после того, как мы догоним Португалию, победим бедность и построим каждому по квартире в 100 квадратов. Ну а пока пристегните ремни, если они на вашем самолете еще не отвалились. Вероломное нападение России на Украину стало настоящим поворотным моментом. Не для мира, а для самого Путина, который окончательно доказал свою неспособность хоть к чему-то, кроме разрушений. Его обещания о росте экономики, о мирной стабильной жизни рухнули с грохотом, когда он развязал эту войну. Сотни тысяч погибших, экономика в заднице, страна в изоляции, а миллионы граждан выживают на фоне бесконечного повышения цен. Вместо трехдневной победы Россия погрязла в бесконечной войне, в которой теряет все, кроме имиджа диктатора, жаждущего власти в глазах ватников. Треть федерального бюджета сливается на поддержание этой ненужной никому, кроме Путина, войны. Санкции поставили крест на технологическом развитии, уровень жизни летит вниз, цены на все, от авиабилетов до гречки, бьют рекорды. И пока реальные доходы граждан испаряются, Министерство финансов радостно рапортует. Доля расходов на оборону выросла с 15 до 30%. Социальные программы, инфраструктура – забудьте. Теперь главное – это танки, ракеты и прочий металл для войны, которая с каждым днем уносит жизни и разрушает будущее страны. Экономические санкции Запада не сильно, но все же пробили по России. Доступ к передовым технологиям и капиталу оказался перекрыт, и российская экономика уверенно вошла в режим стагнации. Суммарная инфляция с начала войны превысила 37%, обесценивая рубль и карманы граждан. Но это только полдела. За последние 3 года из страны уехало около 1,5 миллиона человек, причем многие из них те самые мозги, которые в мирное время еще могли бы хоть что-то построить, придумать или развить. Вместо высококвалифицированных специалистов, уехавших в Грузию, Европу и даже Таиланд, остались только лозунги о патриотическом долге. Путинские майские указы снова пообещали золотые горы теперь для армии и оборонных предприятий. Куда лучше у него получается увеличивать военные расходы, которые уже стали черной дырой в бюджете, пожирая деньги, которые могли бы пойти на здравоохранение, образование или инфраструктуру. Россия вооружается до зубов, но это скорее похоже на попытку удержаться на обрыве, цепляясь за камни, которые все равно срываются вниз. Вместо строительства правового государства и борьбы с коррупцией, путинский режим превратился в настоящую машину репрессий. За время его правления уровень коррупции только вырос, а Россия скатилась на самое дно международных рейтингов по верховенству права и гражданским свободам. Сегодня страна живет в режиме массовых задержаний и ареста всех, кто осмеливается критиковать власть или называть войну войной. Коррупция – она бьет рекорды. В индексе восприятия коррупции Transparency International Россия гордо занимает 136 место из 180 стран. То есть по уровню чистоты госаппарата мы где-то между Гондурасом и Зимбабве. Прозрачность в государственных институтах, ее просто не существует. Обещания реформ в социальной сфере давно забыты. Майские указы 2012 года, которые сулили реформы в образовании, здравоохранении и повышение благосостояния граждан, как всегда, остались красивыми словами на бумаге. Учителя, врачи и социальные работники продолжают существовать на грани выживания в условиях хронического недофинансирования. В здравоохранении ситуация и вовсе катастрофическая. С 2022 года доля расходов на медицину только сокращается, и сейчас она почти в 5 раз ниже доли расходов на оборону, которая составляет 33% от бюджета. Это привело к нехватке медицинского оборудования, снижению качества обслуживания и бесконечным очередям на прием к специалистам. Образование. Вместо улучшения качества обучения школы превратились в фабрики по промыванию мозгов. С начала войны в учебную программу начали включать уроки патриотизма, где вместо знаний учителя втирают бред про геополитическое величие России. Учителей загоняют в рамки пропаганды, а дети вместо знаний получают готовые шаблоны для правильных ответов на неудобные вопросы. Финансирование снижается, а перспективы нового поколения угасают вместе с очередными обещаниями. Уровень гражданских свобод в России рухнул так же стремительно, как рубль на фоне войны и санкций. Независимые СМИ давно загнаны в угол цензурой, запугиванием, а те, кто все еще пытается говорить правду, сталкиваются с репрессиями, арестами и в некоторых случаях убийствами. Страна, где свобода когда-то
хоть как-то немного теплилось, сегодня гордо занимает 162 место из 180 стран в рейтинге свободы прессы от «Репортеров без границ». В переводе на простой язык Россия находится где-то между диктатурами и тоталитарными режимами, где доступ к правде считается преступлением. Путинские майские указы, новые, с обещаниями о светлом будущем, включают новые пункты по усилению контроля над СМИ и ограничению деятельности оппозиции. Власть закрывает последние каналы для гражданской активности, превращая несогласных в мишени для запугивания и репрессий. Уровень гражданской активности стремится к нулю. Люди боятся говорить, боятся выходить на улицы, боятся даже думать вслух. Вместо конструктивного диалога с обществом власть методично превращает Россию в зону информационного вакуума, где нет места для правды, но зато полно пропаганды и страха. На фоне тотальных провалов расходы на содержание Путина и его администрации только растут. В 2025 году на эти нужды выделят 31 миллиард рублей, на 25% больше, чем в прошлом. Роскошные резиденции, бронепоезда, специальные станции для них, бункеры, самолеты и автомобили. Вот куда идут эти миллиарды, пока миллионы россиян пытаются просто выжить. Личное благосостояние Путина и его окружения продолжает расти, несмотря на обнищание страны. Расходы на оборону за последние 5 лет выросли на 350%, пожирая бюджет, который мог бы пойти на здравоохранение или образование. Вместо улучшения жизни граждан мы финансируем бессмысленные войны, расточительство и показушную роскошь. Но главное – стабильность для бункера. Россия стремительно теряет население. Высокая смертность и низкая рождаемость уже давно стали нормой. Правительственные программы поддержки семей, о которых Путин распинается на своих встречах, провалились с треском. Молодежь не рожает, потому что боится завтрашнего дня, а те, кто еще может что-то изменить, просто уезжают. Россия теряет не только людей, но и мозги. Тех, кто мог бы строить будущее. Но кому оно нужно в стране, где за свободу слова сажают, а за критику власти можно потерять не только работу, но и свободу или даже жизнь. Снять Россию с нефтяной иглы Путину так и не удалось, хотя обещания звучат уже больше 2 десятков лет. Экономика продолжает висеть на экспорте нефти и газа. Любое колебание мировых цен на энергоресурсы мгновенно сказывается на бюджете и стабильности. И теперь после нападения на Украину Россия стала не просто сырьевой страной, а страной-изгоем. Коррупция, слабая правовая система и политическая нестабильность делают Россию абсолютно непривлекательной для инвесторов. Это не просто барьер для развития новых отраслей и инноваций, это приговор. Все, что Россия производит сегодня, это нефть, газ, снаряды, репрессии и смерть. 25 лет правления Путина – это не просто 25 лет упущенных возможностей, это четверть века деградации, обмана и разрушений. Вместо обещанных реформ Россия погрузилась в стагнацию, репрессии и войну. Невыполненные обещания стали визитной карточкой его режима, но Путин умудрился не только просрать все, что обещал, но и сделать прямо противоположное. Он обещал мир, мы получили войну. Он говорил о борьбе с коррупцией, мы оказались в числе самых коррумпированных стран мира. Он обещал развитие экономики, а мы зависим от нефти, газа и санкций. Экономические цели, заявленные в начале его правления, остались лишь громкими словами, а социальные программы либо провалились, либо существуют только на бумаге. Его реформы превратились в инструмент для удержания власти любой ценой. Это не управление, это паразитирование на стране и ее гражданах. Однако история показывает, что перемены возможны. Режимы, которые казались вечными, рушатся в считанные дни, как это произошло с Асадом в Сирии. Годами сирийцы терпели страх, репрессии и обнищание, но режим был сметен за несколько дней. Россия может и должна стать свободной и безопасной для окружающих. У меня на сегодня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Высказывайте свое мнение в комментариях и ждите новых интересных и полезных видео. А для получения оперативной информации не забывайте также подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка есть в описании. Информация там обновляется каждый день. Ну и как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.